Теперь мы смотрим фракцию. Очень часто спрашивают, какую фракцию выбрать для корневой. Чем больше корней, чем они шире, тем должна быть выше и больше, шире сама фракция. Вот это у нас 12 на 18. Она классическая, самая популярная. Фрактовая эта кора, она уже готовая к использованию. Если вы обратите внимание, она без мусора, она одна к одной, очень хорошо промокает. Я ее тестировала, по тестированию она хорошая, как бы по качеству отличная, она быстро вбирает воду и потом быстро ее отдает. Это самое важное, что может быть в коре или в субстракте, который идет для фаленопсиса. Многие выбирают разные субстракты. Это может быть и гроуплант, могут в уголь, в пенопласт даже маленькие фракции делают квадратные формы, чтобы когда вода попадала, чтобы как бы субстрат не был холодным. И выбирают субстракты те, которые вот именно воду быстро отдают. Или не впитывают совсем. Да. Потому что пластик точно не впитывает. Да. Мы выбрали кору. Выбираю такую систему и ее использую чаще всего, потому что вот эти растения, они привыкли в сфагнуме к тому, что они влажные и имеют высокую влажность. Если, допустим, корней мало, я еще добавляю корни папоротника. Очень люблю этот субстракт и мешаю его с корой. Но в данном случае у нас как бы корневая отличная, да, и у вас также. То мы делаем классическую посадку. Классическую для закрытой формы. Классическую для закрытой системы в посадке. Я кладу побольше на низ кору. Вот она у нас. Далее ставлю орхидею. Люблю сажать так, как казачок, как я говорю, на коне, так, чтобы шейка была наверху. Если углубить, она будет подгнивать. Есть сорта, которые вообще сажаются только так, как я только что рассказала, сверху, и так, чтобы шейка была прям совсем наверху. Это, допустим, такие, как сакура. Очень часто высаживают сорта такие, которые являются стандартами. Именно в такой форме, так, чтобы шейка была наверху, потому что у них сама шейка очень плотная и широкая, и если, допустим, ее замачивать или поливать верхний полив, то есть вероятность загнивания. Вот чтобы ее избежать, нужно обязательно высаживать таким образом орхидею, чтобы ее шейка была сверху. У нас средняя толщины, и нам легче, конечно же. Вот. Ой. Растущий корешок. Да, Стараемся заправляем. туда опустить. У нас, в принципе, вот у меня практически все. Повторю, что этот резервуар, он без отверстий. Если вдруг корней мало, то я добавляю корни папоротника. Они в симбиозе с корневой в наращивании работают великолепно. Вот у нас посадочка. Здесь вот видны корни, они сами проступили. Искусственно ничего не поднимаю. Так как резервуар у нас прозрачный, сами корешки потом будут искать выход к свету. И я думаю, что активно его достигнут. Еще чуть-чуть. Вот так. Прямо в пакет. Так, оцените, посмотрите. Да, отлично. Лена, Еще добавить? добавить еще. Но мы сейчас сфагнум будем свет. Все, Ну, тогда да, не надо. сюда. Ну и как окончание и завершение я рекомендую обязательно сфагнум, тот, который был уже в горшке, либо свежий, добавить сверху на кору. Если вы добавляете тот же самый, то он уже в нем сидел. Если вы уверены, что он чистый,
то можно его добавить. Если вы сомневаетесь и видите какие-либо внешние причины, которые, ну, как бы не рекомендованы для того, чтобы покрыть почву, то лучше взять уже свежий и новый. Если вот такой, как в нашем случае, он чистенький, без проблем можно его положить Без сверху. подур? Да, без подур, точно. Сверху укладываем, прижимаем. Кто-то зелененький добавляет внутрь живой, кто-то сверху. Я прослойку не делаю, потому что у меня теплица. У нас, Влажности да, хватает. влажности много. И я делаю такую посадку, при которой не будет загнивания корневой, потому что при прослойке я клала как-то слоями, делала при посадке, при закрытой системе посадку слоями. Но у меня стала корневая подгнивать растение. Поэтому я не использую никакие прослойки, кроме как корни папоротника, если корней совсем мало. У вас все, да? Да. Ира, там под листиком. Сейчас мы... Не надо? Под листиком вот это, Ага. ты знаешь, я попробовала. Ну, чуть-чуть просто Да, сверху. чтобы вот этот корешок, не можно- хотела его сильно заправить. Ну, его можно оставить, а вот по бокам добавить. Мгм. И вот с этой стороны чуть-чуть. Вот. Так, сейчас мы горочку. Я сейчас уберу. Корешки вот здесь видны. По ним будем ориентироваться. Если орхидейка захочет пить, она сразу покажет. Я думаю, Саш, ну что- теперь самое главное. Как поливать орхидею в закрытой системе? Мы с вами осуществили пересадку, и как бы в данном случае нам с вами даже не понадобился секатор. То есть у нас корневая отличная, мы ничего не срезали, но вот они у нас на всякий случай лежали, так чтобы, если что, сразу же осуществить, так сказать, стрижку нашим корешкам. Вот мы посадили данное растение. Полив через день, можно через 2. Я не рекомендую раньше поливать, потому что если вдруг при пересадке были микротрещины в корневой, то, естественно, вся зараза может попасть непосредственно в растение, будет тогда заболевание. Если все хорошо, как в нашем случае, вот мы видим, что корневая хорошая, что, ну, как бы вообще индикатор корневой – это и тургор, видно, что растение шикарное, цвет правильный, нет никаких укусов, нет никаких видимых причин, по которым мы бы сказали, что растение больное или заразное. Поставили под лампы, либо близко к свету, к окну, так, чтобы был естественный свет природный, на 1 день или на 2. Дальше, при поливе обязательно я использую теплую воду. Не дождевую, просто из-под крана. Кто-то начинает собирать дождевую воду, кто-то из-под фильтров. Я беру просто обычную воду, теплую, добавляю при первом поливе фунгицид, прям совсем чуть-чуть, и каких-либо питашек. Может быть адаптолы, может быть витамины, вот все, что у вас есть именно для орхидей. И проливом сверху по бокам я поливаю так, чтобы вода опустилась у нас до самого края. Низа. Чтобы это продемонстрировать, может быть, Низа, вот не тут. края, Саша. Низа, да. До самого низа. Может быть, чтобы было видно, я сделаю перелив и покажу, как воду убрать и как полить. Да, конечно, да. Вот у нас прошел день или 2. На примере своего растения я покажу, как нужно полить. У нас с вами резервуар с водой, фунгицид, и туда же можно добавить любое питательное вещество для вашей орхидеи. Если уже нет ничего, то хотя бы эпин. У меня в данном случае здесь питательные вещества, витамины и фунгицид. Мы проливаем свою орхидею сверху, как я говорила, так, чтобы попасть на каждый корень, не спеша, вокруг. И вы, если посмотрите, вода опускается вниз. И она у нас промачивает, проливает кору.
полили. В идеале, это вот первый полив, можно вообще хорошо ее промочить, но не замачивать. Я не замачиваю, так, чтобы там не было застоя. Если вдруг вот у вас получился вот такой полив, что у вас очень много воды, она практически у нас до самого верха, я закрываю сфагнум рукой, чтобы субстрат у нас не выходил, не вываливался. Переворачиваю, выливаю. Очень легко, быстро минимализировать перелив. В идеале при поливе, а такой полив можно делать крайне редко, вот такой осуществлять, да, полив. Я на примере покажу, так чтобы можно было уже видеть, сколько должно внизу воды оставаться. Вот в идеале у вас должно остаться вот так вашей воды. Внутри 2 сантиметра. Да. Здесь будет испарение, здесь будет эффект влажности. Растению будет очень много воды, но она не будет касаться корней. Если при дальнейшем росте растение уже достигло дна, и вы видите, что корневая будет вот здесь располагаться внизу, тогда нужно будет вытащить ее и в больший резервуар пересадить ее точно таким же образом. Я свои орхидеи поливаю по мере испарения влаги. То есть, если я вижу, что уже нет ее, тогда я проливаю также вокруг, водичка опускается на самый низ. Все, как бы очень все легко, очень быстрый. Можно уезжать в отпуск, можно наполнять резервуар, низ, да, воды, там 2-3 сантиметра, и смело там на неделю, на 2 уезжать и с данной посадкой оставлять растения беспроблемно на длительный период времени. Саша, но мы не забудем, что ты живешь в Геленджике, и море там рядом, и у вас очень высокая влажность. Да. А у нас в Ростове влажность летом доходит до 25%. Да, у вас поэтому высыхает все быстрее. Вам вот такая посадка вообще великолепна. Не у всех получается. Хорошо, но вы можете Но задавать будем пробовать. вопросы, да, и будут как раз хорошо ответы. Вот, Да. Я вылью воду лишнюю, потому что у нас только как бы была посадка. Если есть у вас вопросы, задавайте, пожалуйста. И еще по поливу. Я осуществляю подкорм растений раз через раз. То есть первое это у нас просто вода теплая. Следующий полив обязательно использую что-либо для того, чтобы подпитать растения, потому что в природе они у нас питаются всем тем, что им дано природой. Это червячок прополз, там застрял в корнях, да, это все переработало растение. Это насекомые, это удобрили птицы, пролетели, это какой-то фрукт упал, они все равно получают питание через корневую. Поэтому питать в домашних условиях нужно орхидею всегда. Химию я не использую, я в основном использую органические препараты. Вот, и как бы я их и рекомендую. Если есть вопросы, задавайте. Но удобрять именно вот эти или взрослые тоже? Я все удобряю, да. Все А вот обязательно. цветущие нельзя удобрять? Есть препараты, которые именно Давайте для Саша будет цветущих. отвечать. Да. Именно те препараты, которые для цветущих, есть такие. Потому что если удобрять любыми, тогда есть вероятность, и она и есть всегда, что они быстрее цветут. Да. От переизбытка, потому что они, как правило, зацветают, когда у них созданы такие дезадаптивные какие-либо условия, которые провоцируют их к цветению. Допустим, перепад там, температур, там, допустим, снижение или вообще отсутствие влаги, и мы можем увидеть вот цветоносы. Все, да? Спасибо. Спасибо вам. Мальчик Саша, Спасибо тебе большое. подарю тебе цветочек. Как единственному мужчине, можно сказать. Спасибо. Будущему архаману. Вы к столу подойдете к нашему, вам Владик, чтобы упаковал. Потому что она полита, теперь сушить. Большое спасибо. Большое спасибо Александре. Очень интересно. Да, очень Посещайте нас почаще. У нас очень много архаманов, любителей больших, поэтому для нас праздник, несмотря на погоду, несмотря на то, что добирались долго. Я сегодня почти не спала, чтобы не опоздать. И с удовольствием мы будем встречаться. Это вам подарочек. Спасибо Тоже вам. упакуем вам. Спасибо вам за помощь. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. До свидания.
Еще хорошего. Скоро Новый год. Ростовский Новый год.